Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, оздоровление как элемент вечности. В данной теме я показываю, что, вообще говоря, сама технология оздоровления – это также технология, в том числе и вечного развития, потому что вечное развитие, оно и складывается из элементов нормирования какого-то состояния, и при этом система нормирования рассматривается как, в общем-то, исходящая из уровня вечности, как, например, делает Бог. Он любой конечный элемент рассматривает и, вообще говоря, реализовывает как элемент, который исходит из вечности. И получается, что мы вполне можем здесь увидеть некую такую непрерывную связь любого восстановительного цикла с тем, что закладывается в структуру, вообще говоря, вечного развития человека. Ведь если, например, рассмотреть такой, пласт, что ли, управления, который относится к структуре как таковой вечности, вот вообще из чего она складывается для, например, здоровья человека, как сделать так, чтобы человек жил вечно за счет, например, технологий сознания. Вот такие вот, если вопросы поставить, то мы сразу приходим к системе той, что человек имеет отношение, вообще говоря, связано с определенной информацией на уровне работы. И вот эта информация, если ее детализировать и разобрать, она как раз таки складывается из элементов неких динамических, именно относящихся к здоровью человека. Получается, что те элементы, которые относятся к здоровью человека, они имеют точку контакта между элементами динамики, которые проявлены динамически, и элементами практически теми, которые мы рассматриваем, собственно говоря, как информацию. То есть получается, что если мы, предположим, начинаем работать на уровне, предположим, просто умозрительного какого-то действия, то мы выделяем как раз-таки точку пересечения между состоянием здоровья и состоянием вечности внешней среды и внутренней среды человека. То есть получается, что мы имеем элемент здоровья как информацию, которая является элементом вечности по факту контакта просто с этой информацией. И вот когда мы эту информацию контакта начинаем вырисовывать и определять, например, что в этой информации нам хотелось бы получить в точке контакта, то мы можем, собственно говоря, саму вечность сделать технологией. Вот понятие вечности сделать просто технологией. Что человек должен делать, чтобы он, например, вечно жил. И когда, рассматривая вот эту информацию по уровню тому, что Бог, вечно живущий, имеющий структуру вечного развития, что-то создает еще для себя в будущем времени, в текущем, то здесь можно рассмотреть такую взаимосвязь, что по сути ведь для Бога не существует, например, болезни, и раз так, то по сути мы можем интегрировать вот это понятие в структуру действия места человека, действия человека. Из какого-то одного места, скажем, физического, человек может действовать в бесконечное количество точек информации. И по уровню всех связей мы видим, что пока сигнал от человека проходит все бесконечные связи, приходит к нему же, то сигнал имеет где-то как минимум два уровня. Это то, что, проходя весь бесконечный мир, он нарастает за счет внешних взаимодействий, или же то, что когда он касается опять человека, который находится в месте пересылки сигнала, то он может быть неизменным. Вот здесь есть минимум два состояния. Так вот, когда мы сравниваем сигнал, который накопил опыт и пришел назад, и тот, который неизменен, то мы видим пространство, в котором находится человек, в информационном мире фактически. И вот кромка этого пространства, это и есть структура вечности, выделенная в виде субстрата. То есть, придя на логике к такому свечению, мы можем этот элемент
выглядит это как некое там внутреннее, значит, состояние там яйца буквально, так вот, как некая скорлупа. И этот элемент можно использовать как элемент именно вечности, выделенной в материальную систему. То есть динамическое, там, естественное, так скажем, состояние здоровья в структуре вечности имеет материю в основе. Именно выглядит как материя. И если мы начинаем видеть ситуацию дальше, то получается, что, в общем-то, любой элемент материи по обратному принципу можно привести к динамичному уровню вечности. Если в этом случае, о котором мы сейчас говорим, человек, значит, определил какое-то количество материи вечности, то в обратную сторону мы приходим, во-первых, конечно, к человеку, но мы видим и весь окружающий мир, взаимодействие со всем элементом внешнего мира. То когда мы начинаем рассматривать процесс дальше, материя, которая, например, характеризует состояние вечности, она по отношению к человеку имеет один вид, а по отношению к другим, что ли, явлениям мира, там, к животному миру и так далее, она имеет совсем другой вид. То есть, с этой точки зрения, она более пористая там, и так далее, она вообще другая. То есть материя вечности, которая относится к человеку, это один тип материи, так же, как там железо отличается от углерода, например. Да? То есть здесь другая система плотности и так далее. И вот когда мы начинаем рассматривать вот эти вот системы взаимодействия разного типа материи, то можно видеть, что у человека действительно есть место в информации, значит, за счет разности материальных субстратов вечности, где практически четко видно, что человек имеет возможность не болеть. То есть у него есть возможность находиться в той нише информации, пространства, где практически мы имеем достаточно, четкую позицию, определенную даже геометрическим положением информации человека в пространстве информации, что человек имеет практически абсолютную норму. Тогда получается, что любая другая ситуация, которая не относится к этой ситуации, а норма определена именно структурой информации, которая называется материей вечности, то любое отличие всегда на материальном уровне материи вечности видно. И видно, что любое отличие отличается от материи вечности тем, что это, вообще говоря, не материя в прямом понимании, потому что в качестве основного субстрата действия Бога мы видим материю вечности, ведь Бог действующий, Он всегда дает вечное какое-то движение. Бог вечный, давая любое единичное действие, дает через материю вечности. И получается, что если возле этой материи существует некая другая величина, то это уже не действие Бога. Это некая следственная система управления, и получается, что тогда достаточно просто сказать, что это менее материально, если так в кавычках фигурально выразиться, чем, например, позиция нормы. То есть получается, что на физическом уровне человек может наблюдать некие проблемы по клиническим проявлениям какого-то заболевания, или заболевания нет, есть только информация о том, что оно возможно, то по сути вот эта вот структура, она фактически отнесена к ряду информационных событий, а не материальных. То есть в структуре физической материи есть уровни, которые относятся к уровню физических планов, где, например, можно сказать, что там выявленная материя — это уже жесткий некий объективизированный фактор. Но для заболевания, как вот здесь можно рассмотреть, видно, что это не так. То есть заболевание — это неестественное состояние человека. Там, например, смерть человека — это то, что должно быть вообще исключено. То есть Бог вечный, Он не имеет смерти, следовательно, человек тоже не должен иметь смерти и так далее. Получается, что когда мы видим вот эти вот позиции в плане, так скажем, взаимодействия, то получается, что мы получаем вот именно
саму процедуру оздоровления как процедуру, где динамические системы вечности, то есть что есть оздоровление? Это есть проявление неких динамичных систем, значит, во взаимодействии с статичными системами вечности фактически. И получается, что в оздоровлении мы видим элемент не в виде там конечного какого-то субстрата, не то что элемент отдельно взятый там из вечности, это просто элемент другого типа. Это элемент, где проявлена динамика. И когда мы начинаем рассматривать, что является как бы гарантом вечной жизни, да, на уровне информации, так вот, взаимодействие информативного, то есть именно в динамическом плане как бы информативного, некого такого динамичного элемента вечности со статичным элементом, как раз таки дает именно элемент жизни, причем жизни вечной. То есть мы выделяем информацию жизни вечной фактически как бы в чистом виде среди этих материальных систем. Когда мы начинаем думать о как эта жизнь вечная проявлена, да, то это мощнейший диагностический фактор вообще реальности. Реальность моментально диагностируется в точке наибольшей для человека, ну, как бы возможной проблемы. Если вы хотите понять вообще, что вам нужно в этом мире в первую очередь сделать, то вот самый простой вариант — проследить с точки зрения оздоровления человека, где стыкуется динамическая и статическая часть вечности, и рожденная, фактически как бы выявленная структура жизни, она моментально как бы в виде конкретного там вектора переходит в возможность действия, то есть сразу же определенное действие, которое нужно успеть совершить. И вот эта вот система такого вот, ну, в общем-то, даже макросозидания, да, потому что мы говорим, конечно, исключительно о созидательных действиях, которые надо успеть совершить, то получается, что мы видим, что макросозидание проявлено как бы просто в корректном уровне действия, там, последующего действия, после действия. И получается, что мы, когда начинаем говорить о том, что нам нужно материю вечности вывести в структуру, например, там, ну, полномасштабного действия, то есть на разовом уровне материи, мы должны просмотреть, как материя, вообще говоря, влияет на, например, там, скорость оздоровления какого-то человека, то вот мы видим следующий вариант, что любая информация, которая, ну, скажем так, не входит в эту материю, она имеет, во-первых, другую форму, она имеет другое пространственное положение, и вот с этой информацией можно уметь работать посредством перевода, ну, неких негативных систем в информативную характеристику реальности и работать просто как с информацией. То есть мало того, что эта форма неустойчива, но здесь еще и получается, что мы можем ее минимизировать на уровне даже логики, сказать, что это просто информация, а не конкретно реальная проблема. И когда мы начинаем переводить этот статус управления до уровня духовного действия, то видно, что духовное действие опирается часто на фактор восприятия этой материи вечности. И тогда получается, что если на уровне духа правильно воспринимать эту материю, эту структуру управления, то мы получаем, ну, в качестве, так скажем, обратного сигнала, получаем достаточно четко проявленную уже связь, где видны вот эти вот уровни пересечения между динамическим элементом и статическим вечности, но уже внутри человека, то есть в виде физического тела человека, в виде организации физического тела человека. И мы можем видеть, что когда, например, ну, стоит задача получить, так скажем, не просто там структуру вечности человека, а даже весь цикл по организации вечного человека, да, в информации, по крайней мере, то вот это вот управление как раз-таки оно достаточно сильное в том плане, что, просматривая структуру организации, мы видим на каждом уровне проявление вечности. То есть некие такие, скажем, конечные как бы действия человека проявлены в бесконечной структуре. И здесь можно видеть, что сам элемент оздоровления, он воспроизводится уже по типу, в общем-то, ну, как бы следующего, что ли, действия после действия. Если мы начинаем
ну, задаваться вопросом, а как вообще Бог, который там абсолютно здоров, как он занимается оздоровлением, да, что для него, вообще говоря, оздоровление, то здесь можно видеть, что Бог фактически учит человека исключать из уровня реальности некие негативные системы и дает возможность это делать лично человеку по всем аспектам выявленных в более ранних как бы, состояниях, так скажем, цивилизации, там, проблем. Ну, например, там, справочник, где есть заболевания, да? Но ведь есть какие-то другие системы информации. Для будущего процесса тоже надо обеспечить, чтобы не было отрицательных систем, например, какого-либо действия. И получается, что здесь мы можем видеть, что вот именно, так скажем, та материя, которая формирует там, здоровье человека, это есть уровень больше как бы транскрипции внешнего мира, да, на восприятие человека. Вот каждый человек определяет себе, ну, некую систему развития на физическом уровне, где как бы макросреда все время проецируется в каждый момент развития этого человека. И получается, что выделение материи вечности фактически дает возможность человеку четко, очень устойчиво дифференцировать какие-то процессы в управлении, там, добавлять управление там, точно или минимизировать, или наоборот не добавлять управление дополнительного и наблюдать за системой со стороны. И получается, что когда мы, например, делаем управление, идущее из материи вечности и в материю вечности, то есть ставим структуру управления таким образом, что вы ставите задачу бесконечного развития. Тогда получается, что есть элементы, которые наблюдают как бы стороны, да, управления, управляющие элементы, ну, ваши же, например. А с другой стороны, если мы развиваем систему внутрь материи вечности, то мы, ну, скажем так, выражаясь элементом неким упрощенным, да, словами, должны показывать, каким образом она пересекается с внешней средой. То есть каким образом материя вечности взаимодействует, например, с каким-либо элементом физической реальности и как распределяется дальше эта информация. То есть когда мы прослеживаем какие-то отдельные элементы таких связей, то мы видим, что в любой системе, то есть какая бы она ни была, всегда находится система макроспасения. То есть это не некий там какой-то ключ, там, ну, скажем так, неопределенный по там, времени, что сложно до него добраться и так далее. На самом деле здесь речь идет о том, что по моим технологиям управления, что нам нужно просто-навсего показывать, что существует много, например, да, элементов, где используется такой подход, как материя вечности, что занимается этим определенное количество людей, и тогда получается, что информация шире распространяется на структуру уже как бы следующего события, что происходит после того, как организованная жизнь, например, там, находится в статусе вечного развития. И вот здесь вот возникает элемент, что само оздоровление – это есть некий как бы переток из нормированного будущего в структуру текущего времени. То есть если нужно что-то сделать очень быстро, проще это делать с точки зрения знания того, что в будущем мы можем вот так вот иметь систему некого перетока, там, проецирования, да, неких событий. Тогда получается, что даже сложные заболевания, которые там, например, имеют, например, там, опухолевую природу, да, или там сложно выводятся из организма, то здесь получается, что мы можем очень четко видеть, что для многих факторов управления, там, по оздоровлению, например, значит, нет сложности систему вывести из управления, то есть заменить как бы, да, на новую нормальную систему. И, в принципе, тогда получается, что элемент, например, оздоровления, он уже является критерием, ну, с учетом социальных аспектов, является как бы критерием и социальным, и человеческим, да, элементом оздоровления. Получается, что вот вечные процессы развития человека на духовном, например, уровне, они также дают, ну, некую информацию там, в ту же самую прессу и так далее, о том, что их действия, да, в принципе, это тоже проявление некого элемента вечности, просто это делается как бы подспудно. Вот если, например, это делать явно, то мы, во-первых, получим больше эффект, ну и, естественно, могут возникать какие-то
точки зрения, которые нужно добавить, там, дополнить, но тем не менее жизнь так устроена, что каждый элемент все равно имеет некий субстрат вечности. И вот когда мы начинаем ставить задачу, а если взять, выбрать какие-то элементы и оттуда как бы собрать, да, структуру вечности, что из этого получится, так вот, их как бы соединить вместе практически нельзя, потому что там речь идет о том, что элемент вечности — это все-таки бесконечная величина, и если две бесконечные величины соединяются, то точка пересечения тоже становится бесконечной. Там нет как бы формально понимания некого такого субстрата, скажем, выявления какого-то конечного барьерного или там какого-то локального уровня. И получается, что в механизме оздоровления, да, через материю вечности необходимо видеть вот эти вот переходы, где элемент, например, описывающий физическую реальность, показывал в материи вечности точку расположения, например, там, конкретной величины, там, как конкретного продукта питания, например. Да, человек захотел там, выпить сок, и ему нужно получить с фундаментального уровня управления, каким образом там, сок проецируется во всех связях, и каким образом мы можем использовать, да, какой-то продукт, там, какое-то действие для того, чтобы выявить в каждом элементе материю вечности. Вот когда мы ставим такой элемент в качестве управления, и данное управление начинает срабатывать как бы в качестве уже какого-то прикладного действия, то здесь можно видеть, что сама материя вечности — это, в общем-то, достаточно конкретная величина, имеющая конкретный объем, там, форму и количество. И получается, что мы можем, там, решая, скажем, обратную задачу, видеть, каким образом действовать с точки зрения там, развития мира, например, да, в этом направлении. Потому что мы все время будем сталкиваться с тем, что в любом случае развитие именно процессов мира, да, процессов устойчивого развития всего человечества, это все равно будет основной вопрос, и мы, значит, должны очень четко видеть, что для того, чтобы материю вечности собрать и выделить элементом данной материи именно уровень оздоровления человека как таковой, нам нужно тогда показать, что действительно в каждом импульсе человека, который оздоравливается, заложена система, идущая из его будущего, где будущее имеет контакт там, с вечным развитием человека. То есть из текущего времени можно, например, перевести какую-то аппаратную часть в какое-то место и считать, что это элемент будущего, который в какое-то время там, реализовывается. Да? Но получается, что если мы с точки зрения материи вечности подходим в этом процессе, то мы имеем фактически, в общем-то, здесь такой статус управления, что сама материя начинает быть организована за счет, например, там, мышления людей. Человек же ищет эту материю. И получается, раз он находит, то можно по координатной системе определить, значит, какая система мышления была реализована. И когда мы начинаем видеть такую ситуацию, то можно видеть, что каждый, например, уровень такого типа связи, что мы видим, например, ситуацию на высокой скорости, как правило, человек рассматривает управление на высокой скорости, то элемент именно некого разделения или там рассредотачивания материи вечности в структуре вечного управления дает возможность каждому человеку увидеть, что он сам там способен в материи вечности реализовать. То есть его идеи, его технологии, его там личный смысл действия. И вот как только люди начинают понимать, что это управляемая величина, что это, в общем-то, обычная материя, то возникает следующий статус управления, это глубина как бы управления за материей с точки зрения внешнего наблюдателя. Потому что материя вечности как таковая, она же обладает достаточно хорошим количеством технологий в реализации. Это там сверхпрочная ткань какая-то или там бесконечно прочная, да? Это, например, там, скажем так, тканевая система одежды, которая там не изнашивается и так далее. И мы начинаем видеть структуру управления таким образом, что в каждом случае, когда мы говорим о единичном факте проявления материи вечности, мы должны обязательно рассматривать все совокупные системы управления, рассматривать системный уровень. Если один раз так получилось на одном
уровне, то, что собраны там по этой системе, например, управляющие контексты, то тогда нужно, чтобы эти системы были переданы там в другие места, в другие ситуации. Получается, что сама вот материя вечности, сам как бы прикладной, что ли, аспект выделения системы оздоровления из материи, это, в общем-то, конкретная методологическая система. И вот первый метод состоит в том, что мы выделяем сначала именно как бы дискретную часть, то есть из вечной монолитной как бы системы делаем дискретную систему. И вот как только мы начинаем делать, моментально появляется первый элемент, ну, например, значит, некой там реальности, некий объект информации. И вот получается, что мы можем дальше проследить, что если, например, мы ставим такую задачу еще раз, то можно видеть, как появляется следующий элемент информации и так далее. И исходя из этого, мы можем видеть, что информативные как бы аспекты в управлении, они часто превалируют, и можно работать с информацией там, в прошлом, да, в текущем времени, в будущем, в то время как если мы работаем через какие-то механистические системы, то они могут работать только, например, в текущем времени. Поэтому есть, естественно, преимущество работать за счет технологии там, собственного сознания, потому что всегда можно видоизменить информацию в любую секунду. Не надо там какие-то приборы иметь, инструменты. Поэтому, например, ну, то же самое по контртерроризму. Значит, мы можем очень четко видеть, что если, например, мы работаем с точки зрения перевода элемента, да, там, какого-то жизни в элемент вечности, то мы видим, что никакие явления, там, включая там, возможные террористический какой-то вариант развития ситуации, они не могут повлиять на субстрат некий такой, именно относящийся к тому, что человек вечен. Вот если мы начинаем эту субстанцию выводить, то мы, в общем-то, видим закономерность такого типа, что для того, чтобы реализовать вот ваше личное управление, нужно, во-первых, все время делать управление, а во-вторых, вот в методологической базе выделения дискретных моментов можно выделить там следующий, как бы, фактически следующий метод. Он заключается в следующем, что выявление элемента управления в первичном уровне восприятия – это, собственно говоря, элемент, но перенесенный в бесконечность с бесконечной скоростью. То есть, если мы рассматриваем такой элемент, как элемент действия, то получается, что мы имеем такие понятия, например, как бесконечная скорость, как производное понятие. И вот третий метод, как раз-таки он позволяет дифференцировать эти бесконечные скорости, то есть уметь в бесконечной скорости выделять какие-то все-таки характеристики сравнительные. Ведь чтобы было видно, что происходит, да, в мире, необходимо, конечно, уметь разные типы бесконечных скоростей ставить на уровне, так скажем, следующего действия. Получается, что мы тогда можем, ну, фактически реализовать бесконечное управление таким образом, что выделяя там конечную фазу как бы внешнего управления. То есть несколько необычная технология, тем не менее, мы же любые управляющие системы делаем из, там, например, там, своей личности, да? То есть действие следующее бесконечно. Так и устроен, да, внешний мир. Что любой переход, например, от Бога дает бесконечный мир сразу. И поэтому вот следующий метод управления здоровьем, так скажем, да, в условиях, где оздоровление – это элемент вечности, заключается в том, что вы на уровне логики организовываете просто-навсего некую платформу, из которой уже растет фактически фактор, в общем-то, следующего, так скажем, развития. И получается, что ошибиться в том, что человек, например, там, может не попасть, да, в вечное развитие, здесь нельзя. Если человек имеет такую идею, там, ее поддерживает, то технологии обеспечивают ему платформенный такой уровень, который позволяет как бы реализоваться в сторону вечного развития. Получается, что следующий методологический вариант – это открытость системы управления. То есть, если мы имеем, ну, предположим, какую-то систему, ну, такого типа, что там есть, предположим, там какие-то приборы, да, в управлении, скажем так,
И если мы начинаем там систему приборного управления делать такой, что, так скажем, берем, например, там управляющий вариант, ну, диктофон, сюда можно записать информацию, которая, например, реализовывает, скажем, какие-то управляющие сигналы. Можно рассмотреть эту информацию как информацию слова, то есть мы передали информацию, человек научился. Можно просто рассматривать это как звуковой уровень, и он тоже работает на макро, да, спасение. Получается, что пересечение разных форм дает одно и то же, например, там, вечное развитие человека. Тогда получается, что вот переход из динамической фазы управления в статическую, где есть рождение жизни в плане соприкосновения, мы имеем в плане там, конкретного действия уже конкретные технологии, которые методологически выявлены как технологии больше будущего развития. То есть, получается, те элементы, которые отсутствуют в информации, они находятся, значит, в будущем. При первичном восприятии, если вы что-то восприняли, а потом начинаете взаимодействовать с другими элементами, и тот элемент куда-то девается, вот механистически он выводится в структуру будущего события. А дальше он может быть преобразован и представлен на уровне, так скажем, уже какого-то конкретного действия. И когда мы начинаем видеть это управление как управление идущее, например, да, именно с бесконечной скоростью, то в принципе здесь получается, что решение задач каждого содержит вот эти вот элементы бесконечного развития, и эти элементы, они фактически, ну, таким образом, так скажем, реализованы в управлении, что любой элемент бесконечности содержит элемент жизни человека. То есть получается, что мы имеем элемент жизни человека как элемент, фактически как бы гарантирующий существование там, вечного развития в любой точке пространства-времени. И исходя из этого мы можем получить, ну, фактически, так скажем, те системы управления, которые мы имеем в виде, так скажем, ну, тех, которые мы наблюдаем, да, со стороны. Например, если задаться вопросом, как вообще человек управляет, откуда исходит у него управляющий импульс, как он выглядит и как он вообще генерирует там, энергию, например, управления, то здесь можно увидеть, что расписав эти системы там, по классам, каким-то уровням, можно видеть, что существует некий класс соприкосновения информации, где отсутствует информация действия как таковая. И получается, что элемент оздоровления попадает в структуру там, божественного действия как элемент единый. Да, например. И получается, что, например, там, единый Бог делает управление с точки зрения там, какой-то локальной частной задачи, а человек может делать управление по какому-то глобальному объекту. И тогда, получается, Бог вынужден уравнивать точки зрения, чтобы не было, например, там, каких-то других процессов, кроме, например, процессов устойчивого развития, да, в обществе и так далее. И исходя из этого, следующий уже методологический уровень, в большей степени как методологический определенный уровень, а не как там, конкретная методика, заключается в том, что с точки зрения методологии работы нужно постоянно выявлять внешнее пространство, да, где вкладывать технологии, нужно выявлять более ранние какие-то предложения, более ранние системы связи, где совершенно четко можно выявить как бы последовательность действий, да, любой системы. И тогда получается, из последовательности действий мы приводим к тому, что человек имеет, например, там, вечное развитие. То есть последовательность действий фактически регулирует на уровне логики, так скажем, определенную систему взаимоотношений. И тогда получается, что если мы в одном месте имеем, например, выделенный уровень фракции, там, скажем, вечного развития, там, жизни человека, на другом уровне, ну, скажем, некая другая информация, то получается соединение на уровне стыка, это всегда в первую очередь именно ситуация вечного развития, где дальше уже реализовывается достаточно много элементов, ну, как бы следующего типа, да. Вот есть элемент реальности, он реализовался, а что за этой реальностью дальше? И вот когда мы начинаем анализировать вот эту ситуацию глубже, дальше, то получается, что у нас возникает такой элемент, что мы можем рассмотреть структуру своих прошлых событий, можем рассмотреть систему преодолевания каких-то там проблемных событий у человека. И здесь вот элемент взаимодействия материи динамичной, да, и материи вечной
практически переходит уже в структуру восприятия человека, даже не с точки зрения там, соприкосновения с кожей человека, а именно в структуру восприятия уже человека. И вот когда человек начинает видеть, что восприятие это его же, он может дифференцировать только тот сигнал, который ему как бы полезен считается на уровне там, макроинформации, то через макрообласть всегда найти систему, например, там, следующего развития, да, следующего управления, всегда достаточно просто, достаточно лишь четко видеть, где находится, например, там, объект управления, да, где находитесь вы конкретно в этот момент совершения действий. То есть получается следующий закон управления, что если вы проуправляли и получили, например, устойчивое какое-то действие, то это устойчивое действие распространяется на все элементы реальности. И тогда мы получаем, например, в момент любого действия, получаем достаточно как бы характерную картину, что можно заниматься определенным видом действия, но при этом практически, значит, скажем так, не затрачивать усилия, что ли, с точки зрения там, понятия усилия, там какие-то информационные, материальные. То есть мы приходим к тому, что если мы рассматриваем элемент жизни как элемент вечности, то любой источник является истоком управления, и получается, что зафиксированная величина в управлении, некая событийная картина, это уже в большей степени как элемент, по логике, как бы макродействий. То есть в каждом конкретном элементе проявлена именно система макродействий. И получается, что если мы, например, захотели сделать управление таким, что нам нужно там, достаточно быстро рассмотреть управление в плане там, результата и так далее, то получается, что мы должны обязательно делать такое управление, что элемент вечности, который обозначает именно структуру, да, вечной жизни, он пересечен с макровечностью таким образом, что в словах эта система описывается как система дискретных и как бы даже случайных величин. То есть вот я сейчас, например, все время описываю систему стыковки элементов там, динамичной вечности, элементов статичной вечности, так скажем, то даже здесь возникают элементы, что на уровне действия там, водителей, например, они рассматривают структуру, там, скажем, внешней реальности как структуру, в общем-то, так скажем, возникающую, если там водитель едет по дороге, как бы вот если рассмотреть, что вся вечная величина преобразована в дорогу, потом он ее воспринимает, а как вообще-то с его вечным организмом стыкуется, да, вся как бы материальная вечность. И вот когда он совершает движение, то есть контролирует дорогу, тогда у него идет стыковка на уровне духовного развития и сознания. То есть он понимает дорогу на уровне духа, не потому что он там за ней наблюдает. И дорога меняется, специально я взял там машина, водитель, да, например, дорога и внешняя реальность. И получается, что когда мы начинаем анализировать, что нам с этим элементом делать, да, где его получить и применить, то вот здесь вот можно выделить как можно больше факторов физической реальности, там какие-то элементы там, деревьев, ветки и так далее, листки, и распределить управление таким образом, чтобы на каждом элементе естественным образом распределялась система там, макроспасения, то со временем эти элементы реально будут реализованы в виде как бы, конструкции, в общем-то, вечного развития. И мы видим, что в каждом конкретном случае элемент вечности, который там, определен в виде, например, динамики, да, конкретных действий человека, и статика – это есть тот элемент, который как бы синтезируется на уровне действия тела человека. То есть внутри тела все время происходит синтез этих двух систем в большей степени. Если посмотреть, каким образом эти две системы, например, скажем, взаимодействуют, создавая какие-то следующие действия, то по аналогии с тем, как делает Бог, Он создал какую-то систему, и Он же ее, например, реализовывает, мы видим, что в элементах вечности, где вечность стыкуется с кем, например, бы то ни было, но именно с бесконечным уровнем, мы видим, что есть ряд элементов, о которых можно там дискретно говорить. Можно, например, говорить о том, что есть вечность в трехмерном проявлении, но ведь
Даже сейчас я описываю словами все время дискретные фазы. Там смысл управления, он другой. Там, значит, в фразе управления через, например, одну систему это одна величина будет в управляющем действии, через другую это другая величина. И вот когда мы начинаем, например, анализировать ситуацию таким образом, что, например, нам нужно сделать в управлении, да, как таковом, чтобы получить все время, ну, как бы получать фактически вечное развитие человека и человечества в целом, то получается, что мы должны выделить в каждом элементе управления элемент вечности, который соотносим с самим человеком. И когда мы начинаем анализировать эти процессы как процессы дискретные, как процессы, которые двигаются, так скажем, в сторону человека, то можно видеть, что любой элемент реальности, он с развитием начинает реализовывать форму человека. И вот когда мы начинаем видеть, что внутри этой формы происходит взаимодействие, предположим, между внутренней информацией, да, ну, скажем, живой уровень действия человека и между его бесконечным развитием, то видно, что из системы там, будущих развитий всегда выделена система наиболее оптимального развития там, где вечность более концентрирована. Таким образом, мы можем взять структуру материи вечности, расположить через дискретный подход, то есть мы приближаемся к вечности и начинаем потом приближаться неоднократно, там, много раз, да? Мы набираем статистику, говорим, вот материальные субстраты вечности, и давайте сравним, например, как они работают, да, например. И когда мы начинаем вот это вот сравнение по интеграции динамической системы вечности и статичной, мы получаем то, что, например, у Бога, при действии Бога, мы имеем, ну, фактически всегда элемент как бы такого развития, что имея там, например, конечный какой-то импульс, мы имеем бесконечное следствие в его действии, то здесь то же самое по аналогии, выводя материю вечности в структуру там, реализации ткани, вот какая должна быть материя как таковая, чтобы там вечное количество лет там, деньги использовались, да, то есть какой должен быть материал. И когда мы начинаем использовать, ну, уже там другую величину, что через бесконечное развитие там дальше существует только форма информации, да, там нет понятия времени. Тем не менее, мы можем в эту форму из текущего положения ввести достаточно определенное управление и получить это управление таким, что даже если использовать, ну, фактически как бы дискретные системы в понимании этой реальности, ведь как вообще вырисовать вечность, как она выглядит, да? Почему я все время говорю только уровнями, которые около этого процесса в основном-то работают, потому что в условиях развития этой системы необходимо, чтобы там, например, даже дублирующая система работала практически одновременно и одинаково. Поэтому как такового там дубля нет, там получается в любом случае работа какой-то одной приборной системы. И, как правило, в момент стыковки, когда первый сигнал идет от вас, например, да, и попадает в структуру там вечного развития, то получается, что проанализировав структуру вечности с точки зрения просто изучения свойства, мы можем очень много почерпнуть для того, чтобы значит, какие-то личные действия учитывать, да, в управлении. Например, человек считает, что ряд каких-то ситуаций, которые происходят возле него, эти ситуации, например, они могут быть, ну, скажем так, неблагоприятные, он захотел там изменить ситуацию, взял и изменил там эти почтовые ящики, например, да. Но все равно задача такая, что будет реакция на самого человека, там менять ящики нет, это необходимости в этом нет. А вот именно в материи вечности получить структуру вечности, ну, реализован, например, да, с женой, если там человек рассматривает такую позицию, ведь есть понятие действия, ну, как бы от божественного уровня, вот, да, была создана жена. И когда мы начинаем рассматривать такую фазу коллективного сознания, то здесь вот дискретность перехода вот в речи характеризует область информации. То есть умение вот как бы объявлять действие, если для женщины там это муж, например, да, в действии, в обратном действии,
То есть умение описывать систему через структуру как бы приближенную. Например, там изначально Адам имеет, например, там жену в развитии, да, ситуации, а следующий элемент мира, он же здесь не описан. Там, если есть муж и жена, то можно считать, что есть ребенок, например. Да? То есть вот умение передать информацию, не прикасаясь к самой информации, как бы отражающим уровнем, да, внешним уровнем, характеризует еще одно из состояний человека, где человек характеризуется именно внешним состоянием, как бы вне времени, вне пространства. Таким образом, выявляется область, которая характеризует человека вечного, как такового. То есть в обычном понимании человек все время, когда оперирует этими понятиями, находится в структуре вечности. То есть, например, значит, вот сейчас там, я определяю текст семинара, все время описываю многоуровневую область вечности обычными словами, и идет описание путем дискретных приближений к системе. Например, я описываю систему возле нее, да, идет моментальное некое отражение, все-таки это очень мощная система, бесконечность, да? Вечность — это очень мощная система проявления событийного ряда. И работать в этой системе можно путем только лишь приблизительных описаний. И когда мы начинаем входить в сущность самой системы, то вот сама задача оздоровления, она оказывается очень простой. Тот, кто занимается описанием этой системы, уже находится в фазе вечного развития. Потому что он как бы, ну, так скажем, на информации выведен в эту фазу. То есть надо уметь еще так работать мышлением, описанием, ну, как бы языком, да, словами, чтобы находиться в фазе вечного развития. Если мы начинаем брать контроль за любым словом с этой точки зрения, то тогда любое слово логическое позволяет находиться человеку в фазе вечного развития. Вот как раз сегодня я как раз в лекционном материале показал, каким образом за счет словесного варианта управления, используя буквально дискретный принцип приближения к разным понятиям, все время выводить, например, даже физическое тело человека в фазу вечности. Таким образом, говорящий человек или воспринимающий данную речь человек находится в фазе вечного развития. Тогда, получается, вот произошло совмещение структуры жизни человека, например, там, в динамическом проявлении, с фактически там, реальным состоянием среды вечности. И это совмещение произошло, как оказалось, в момент действия человека. То есть я сейчас показал, что это совмещение происходит в тот момент, когда человек действует, например, там, на личном примере, да, я говорю определенные системы, которые вводят управление в структуру вечности, и получается, что если правильно располагать управление, вы все время находитесь в управляющей фазе вечного развития. Совмещение динамики, оздоровления, да, и элементов вечности – это и есть состояние человека, находящегося в правильном фактически восприятии, получается. То есть речь идет всего лишь навсего о том, что надо правильно формировать восприятие. Как его формировать? Можно проговаривать фразы отдельные, как бы показывая, как происходит управление, как вот сейчас я показал, определенные фразы так проработали. То есть совершенно дискретно или там логическим путем. А можно, например, в общем-то, просто работать с этой информацией, ну, например, там без слов, да? Но, в принципе, все-таки нужно стремиться к универсальному уровню. А универсальный уровень говорит о том, что без слов, конечно, можно сделать управление, но управление должно быть эффективным и со словами. Более того, должно быть эффективным, даже если говорить разные слова. По большому счету, чтобы спасти там, от макро, да, какого-то проблемного уровня, слова могут быть совершенно различны, но управление все равно должно доходить до уровня реализации по задачам Бога, именно вечное развитие человека. То есть даже и слова не имеют значения сказанные, да, в этом случае, если вы как бы ставите задачи доведения управления до абсолютного значения. Так вот, структура вечности – это и есть абсолютное значение. Там даже слова выходят из управления. А несловесный уровень, он практически тоже может быть не очень реализован. И тогда человек приходит к самому себе просто, в своем естественном вечном состоянии. И уже дальше тогда сформированные слова, они такие, которые ему нужны, там какие-то действия, они подконтрольные и так далее.
Таким образом, вот сегодня я многократно показывал место, положение и состояние человека, где человек находится в вечном развитии реально. То есть при прослушивании этого текста можно видеть, как возникает именно структура вечности пространства, в котором находится человек, и можно использовать это пространство именно для абсолютного управления, чтобы получить абсолютный результат, скажем, на любом расстоянии, в любое время и так далее. И при практике сегодняшней технологии по возможности работаете так, что там, где дискретно идут мысли, это и есть описание величины вечности или самой вечности как таковой, которую нельзя описать, например, там, логическим словом. Но за счет отражения можно показать, что вот эти места, где идет управление. Сравнение с фазой именно коллективного сознания показывает то, что вы способны фактически получать абсолютное управление по вашим задачам. Вот на этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.